Филиппины славятся райскими пляжами и теплыми морями. Но тогда почему в 2017 году там разгорелся настоящий ад? Мир всем! Вы на канале Эхо Войны, и я ее голос Ник Рай. И это рубрика «История вкратце», где мы узнаем, как филиппинский рай превратился в ад. А перед началом ролика прошу тебя подписаться и поставить лайк. Начинаем! Мусульманский город Марави – центр провинции Южный Ланао, расположен на острове Минданао. Основан в 1639 году и был центром султаната. Боевые действия в Марави начались вследствие нападения боевиков в ходе операции, проводимой военными в сотрудничестве с филиппинской национальной полицией. Правительственные силы безопасности получили сообщение, что боевики исламистской сепаратистской группировки Абу Саяф во главе с Иснионом Хапионом были в Марави, чтобы, возможно, встретиться с боевиками Мауте, еще одной исламистской сепаратистской группировкой, во главе с братьями Абдулой и Амаром Мауте. Министерство юстиции США назвало Хапиона самым разыскиваемым террористом, назначив награду в 5 миллионов за его поимку. Перестрелки между правительственными войсками и боевиками начались примерно в 14:00 23 мая 2017 года. Столкновение произошло в районе Башак-Маут-Ут, когда Хапион вызвал боевиков Мауте. Последние заняли больницу Амай-Пакпак и приказали всем сотрудникам покинуть ее. Боевики заменили филиппинский флаг на черное знамя, используемое исламским государством. 103-я бригада филиппинской армии, дислоцированная в лагере Ранао, была атакована более чем 500 боевиками группировки Мауте. Ряд боевиков, бродивших по улицам Марави, достали флаг ИГ. Город был заблокирован. Боевики Мауте подожгли несколько зданий и домов. Несколько десятков боевиков заняли мэрию города. Из 2 тюрем были освобождены 107 заключенных. Из-за продолжающихся боев были повреждены линии электропередач. Дороги в Марави были заблокированы как со стороны правительственных сил, так и со стороны боевиков. По некоторым данным, боевики Мауте похищали мирных жителей. В частности, группировка похитила священника и нескольких прихожан, потребовав от правительственных войск прекратить наступление. Столкновения спровоцировали массовый отток жителей из города и прилегающих районов, ввиду чего быстро образовались многокилометровые пробки на пути в Илиган и Кагаян-де-Оро. По меньшей мере, 11 гражданских лиц были убиты в ходе продолжающейся перестрелки. Также был казнен сотрудник полиции. Город погружается в хаос. Террористы как тараканы расползаются по всему городу, занимая ключевые точки и оставляя снайперов. Тысячи жителей заблокированы в своих домах и не могут уйти, опасаясь быть убитыми. Военные ожесточенно ведут бои с боевиками, неся тяжелые потери. Бронетранспортеры на коленке обшивают железом и деревянными досками, чтобы кумулятивные снаряды РПГ не детонировали о броню и не взрывали технику, выжигая экипаж изнутри. Авиация не может помочь наземным войскам, боясь задеть своих и мирных жителей. Такая же атмосфера хаоса и безысходности творится в моей книге «Вырваться с войны. Сломанные судьбы», где персонажи заперты в городе с кучей боевиков, мародеров и наемников. Единственная цель героев – выжить и попытаться вырваться из блокированного города любой ценой, даже за счет чужих жизней. После начала боев президент Филиппин Родриго Дутерте объявил 23 мая в 22:00 в Минданао военное положение. Согласно Конституции 1987 года, военное положение будет длиться 60 дней. Помимо прочего, Дутерте решил сократить свой визит в Россию, где, в числе прочего, планировал выступить с лекцией в стенах МГИМО. Вице-президент страны Лени Робредо призвал к единству, в то время как правительственные войска продолжают участвовать в перестрелке с местной террористической группировкой в Марави. 24 мая прибыло подкрепление правительственных войск. Военные восстановили контроль над больницей Амай-Пакпак. 120 мирных жителей были использованы в качестве живого щита группировкой Мауте для того, чтобы покинуть больницу. Филиппинские военные отбили мэрию и университет Минданао. 25 мая произошли бои в районе Южного Ланао. Боевики Мауте и Абу Саяф были замечены на основных дорогах города и у мостов. Филиппинские военные начали бомбардировку 3 сел, где были замечены остатки группировки.
поступило сообщение, что 2 малазийских террориста, которые были с Теснионом Хапионом в Мораве, с целью создания исламского государства в Юго-Восточной Азии, были в числе боевиков, убитых в четверг вечером. Некоторые источники также сообщили, что в результате городских перестрелок были убиты саудовские арабы и индонезийцы, связанные с исламским государством. 26 боевиков Мауте были убиты. По сообщениям террористов, в боях также было убито 39 военнослужащих филиппинской армии. На пресс-брифинге в Давао бригадный генерал Реституту Падилья подтвердил, что в числе боевиков, участвующих в городских боях, есть граждане иностранных государств. 6 из 12 убитых в последней перестрелке боевиков – иностранцы. Падилья сообщил о малазийцах, индонезийцах, сингапурцах и лицах неустановленной национальности, воюющих на стороне боевиков. Вооруженные силы Филиппин завершили операцию по зачистке от террористов ключевого района города Морави. В ходе операции была также освобождена от боевиков мечеть Бато, ставшая ключевым местом обороны боевиков террористической организации Мауте. К 16 октября с начала операции в городе Морави уничтожено более 820 боевиков, связанных с исламским государством. Ликвидированы Иснион Хапион, главарь местной террористической группировки Абу Саяф, который ранее был назначен эмиром крыла террористической организации «Исламское государство», и Амархайм Мауте, главарь группировки Мауте. Министр обороны Филиппин Дельфин Лоренсано заявил, что боевые действия в городе Морави против боевиков террористической группировки «Исламское государство» прекращены. Реакция на введение военного положения в социальных сетях была неоднозначной. Некоторые жители выразили обеспокоенность введением чрезвычайного положения. На фоне сообщений о захвате Мауте общественных и частных учреждений в Моравии, во вторник днем в социальных сетях появились посты с хэштегом «Pray for Moravi». Многие филиппинские телеведущие выразили поддержку правительственным войскам в борьбе против террористической группировки Мауте в Минданао. Филиппинский центр ислама и демократии осудил действия боевиков и заявил, что эти действия противоречат учению ислама. Мусульманская группа отметила, что инцидент произошел в то время, когда мусульмане готовились к Рамадану, что только подтверждает противоречие исламу. Пишите свои комментарии и мнения о данном ролике и предлагайте темы для следующих видео. Пожелать вам хочу только одного. Мир вам всем! И пусть войны остаются чернилами на бумаге.